Маленького мальчика унизили и выгнали из магазина игрушек из-за цвета его кожи. Когда они узнали, кто он такой, ситуация полностью изменилась. Джеймс и его семья прибывали в аэропорт большого города, расположенного в центре Сан-Паулу. Они собирались провести 10 дней в отпуске, и им не терпелось осмотреть достопримечательности, рестораны и познакомиться со всем в городе. Джеймс был очень влиятельным бизнесменом в игрушечном бизнесе. Несмотря на то, что он был очень богат, миллионер происходил из скромной семьи, жившей в сельской местности. Поскольку он был бедным по происхождению африканцем, в юности он много страдал от расизма. Но это не помешало ему расти и добиваться успеха. В детстве он был эффектным и очень умным мальчиком. Он сам научился всему, что мог, поскольку ему нужно было работать, чтобы помогать по дому. Когда ему исполнилось 20 лет, он устроился на работу продавцом в магазин игрушек. И там он начал понимать, насколько эти простые предметы могут вызвать улыбку на лице ребенка. Его детство было очень тяжелым, и именно тогда он создал проект новой игрушки и показал его своему боссу, который был очень хорошим человеком и помог ему развить идею. Джеймс создал щенка, который гулял сам по себе, и это стало бестселлером. Он начал создавать все больше игрушек, и именно так ему удалось открыть свой первый магазин. Вскоре его магазин стал успешной франшизой, а Джеймс, мальчик, выросший в бедности, стал миллионером. У этого богатого человека был 10-летний сын Майкл, который, как и его отец, был очень умным и скромным, поскольку Джеймс научил его ценить людей. Несмотря на то, что юный Майкл был еще ребенком, он неоднократно сталкивался с проявлениями расизма из-за цвета своей кожи. Но Майкл учился справляться с этим и относился ко всем очень хорошо, потому что его отец и мать Лиза, которая была чернокожей женщиной, давали своему сыну много советов. Итак, семья отправилась в это путешествие, и они были очень счастливы, потому что Джеймс был очень занятым бизнесменом, и они давно планировали посетить этот город. Все трое прогулялись по городу, побывали на нескольких водопадах, посетили несколько туристических мест и множество ресторанов. Однажды они проснулись рано и отправились посетить несколько мест, которые были запланированы на этот день. Они посетили зоопарк и аквариум и отлично провели время. Как только утренняя прогулка закончилась, Майкл попросил родителей сходить в парк. Семья пришла на детскую площадку, и вскоре мальчик уже бегал по ней. Он присоединился к нескольким детям и играл остаток утра. Он лазал по деревьям, горкам, играл в прятки и возился с песком. Приехав ближе к обеду, Джеймс и Лиза позвали своего сына, так как у них был заказан столик в ресторане, где они собирались пообедать. Когда они увидели ситуацию с мальчиком, они рассмеялись, а бизнесмен сказал: «Ты весь грязный, приятель. Тебе было очень весело, не так ли?» «Да, я много играл, папочка. Ты видел, как я спускался с горки?» – спросил мальчик. «Ты очень быстро спустился». «Я рад, что тебе понравилось, сынок», – ответил отец, похлопывая Майкла по одежде, чтобы стряхнуть пыль. Но Майклу все равно пришлось пойти на обед в очень грязной одежде, а отель находился на другом конце города. Родители на секунду задумались о том, что можно было бы сделать, и именно тогда Лизе пришла в голову идея сходить в торговый центр, который она увидела неподалеку, и дать сыну быстро принять душ в ванной комнате одного из их франчайзинговых магазинов. Во всех магазинах игрушек Джеймса было отведено место для сотрудников, где была ванная комната с душем и раздевалка, и они отправились туда. Приехав в торговый центр, они уже могли издалека разглядеть магазины, но Джеймс и Лиза решили сначала зайти в магазин одежды и купить что-нибудь, чтобы переодеть своего сына. «Теперь я могу идти, мама? Я действительно хочу увидеть этот магазин», – спросил Майкл, который любил ходить в магазины своих родителей и с нетерпением ждал возможности посетить этот, так как никогда там не был. «Да, ты можешь, но будь осторожен и подожди нас там, хорошо?» – ответила Лиза. «Хорошо, мам», – сказал Майкл, подпрыгивая от счастья.
По дороге в магазин люди бросали на него странные взгляды. Некоторые даже перешептывались и показывали на него пальцами. Было очевидно, что им не по себе от присутствия этого грязного маленького мальчика. Когда Майкл пришел в магазин своих родителей, он стал рассматривать игрушки. Он был в восторге от размеров заведения и уже начал собирать игрушки. Именно тогда его увидел сотрудник и подумал, что мальчик собирается украсть игрушки. Он побежал в кабинет менеджера и сказал: «Босс, я думаю, вам лучше взглянуть на это. Там маленький грязный мальчик возится с игрушками». «И почему ты не сказал ему, чтобы он убирался?» – раздраженно спросил Картер. Картер был угрюмым человеком и мечтал стать главным директором магазина. Никто его не любил, и он был груб со всеми сотрудниками, но все его слушались, так как он мог уволить их за малейшую ошибку. И сотрудник продолжил: «Просто, босс, я не знал, собирается ли он воровать, но я хотел посмотреть и подумал, что лучше сообщить вам. Похоже, мне придется пойти туда и выполнить вашу работу, да?» «За что я должен тебе платить, идиот?» – проворчал Картер, вставая со стула. Управляющий подошел к мальчику и, увидев его, пришел в ярость. Он понял, что это был бедный, грязный мальчик, и уже предположил, что ребенок, возможно, пытается украсть игрушку. «Эй, мальчик, отдай мне эту игрушку. Ты же не собираешься ее красть?» – сказал менеджер и силой забрал игрушку из рук Майкла. Мальчик испугался и попытался оправдаться. «Нет, сэр, я не собирался воровать». Но прежде чем он успел договорить, Картер, не зная, что мальчик, сын владельца магазина, взял его за руку и потащил к двери, приговаривая: «Убирайся отсюда, грязный мальчишка. Я больше никогда не хочу тебя здесь видеть. Ты понял?» Однако продавщица магазина, 25-летняя Эмили, увидев всю эту ситуацию, сочла ее абсурдной и бросилась на помощь мальчику. Она взяла мальчика из рук менеджера и сказала: «Босс, вы не должны так поступать, выгонять такого маленького мальчика только потому, что он неопрятно одет». Менеджер очень разозлился на молодую женщину и закричал: «Ты что, собираешься перечить мне, Эмили? Ты же знаешь, что из-за этого можешь потерять работу». «Я просто говорю, что это магазин игрушек, босс, а он всего лишь ребенок», — ответила девушка. «Он что, выглядит так, будто собирается за что-то здесь платить? Посмотри на него». Картер уже окончательно терял терпение, и мальчик ответил: «Но, сэр, я не воровал. Мне просто понравилась эта игрушка». «Заткнись, сопляк», — крикнул раздраженный менеджер и позвал охранника. Тот вышвырнул ребенка из магазина. А злой менеджер велел мальчику убираться и никогда больше не заходить в этот магазин. И он даже сказал Эмили, чтобы она возвращалась на работу, иначе ее уволят. Молодая женщина, совершенно возмущенная, свирепо глядя на Картера, подбежала к мальчику, который лежал на полу, и извинилась за поведение своего босса, но Майкл уже расплакался. Она помогла ему подняться и обняла его, и, посмотрев на менеджера, Эмили сердито сказала: «С меня хватит, я увольняюсь. Я не буду работать в месте, где так обращаются с бедным невинным ребенком». «Отлично. В любом случае, ты была действительно плохим работником», – раздраженно сказал менеджер. Молодая женщина поправила одежду мальчика и спросила: «Твои родители где-то здесь?» «Ага», – ответил мальчик. «Тогда мы их найдем», – ласково сказала девушка, вытирая слезы мальчика. Молодая женщина вернулась в магазин, чтобы забрать свои вещи с прилавка, и тут Майкл в слезах убежал и нашел своих родителей, которые выходили из магазина одежды. Увидев сына, родители обняли его, уронив сумки на пол, и начали спрашивать, что случилось. Мальчик был безутешен, и, несмотря на слезы, которые безостановочно текли по его лицу, Майкл рассказал им обо всем, что произошло. Лиза была ошеломлена тем, как обошлись с ее сыном, и хотела немедленно пойти в магазин и уволить этого менеджера. Но Джеймс сказал своей жене, что они поступят по-другому. Он собирался преподать менеджеру урок, который тот никогда не забудет, и рассказал Лизе и сыну о своем плане. Затем Джеймс пришел в магазин игрушек один. Несмотря на то, что миллионер был очень хорошо одет и от него пахло импортными духами, Картер плохо на него смотрел из-за цвета кожи. «Добрый день.
— сказал Джеймс, подходя к менеджеру. Картер оглядел его с головы до ног и с презрительной гримасой на лице ответил: «Для кого добрый, а для кого нет? Что тебе надо?» «Меня зовут Джеймс, и я владелец этого магазина». И, показав свое удостоверение личности, он продолжил: «Я посещаю каждую из своих франшиз в этом городе, чтобы познакомиться с заведением». Глаза Картера расширились, и он был совершенно сбит с толку. Отношение к нему полностью изменилось. Самым сладким голосом, на который он был способен, Картер начал извиваться перед боссом и показывать магазин. «Я менеджер магазина. Меня зовут Картер. Мы вас не ждали, поэтому не устроили большого приема», — сказал менеджер. «Не волнуйся. Я просто хочу убедиться, что в моих магазинах все в порядке», — ответил миллионер. Именно тогда Майкл вернулся в магазин, и менеджер попытался отогнать его. Повернувшись к бизнесмену, он сказал: «Извините, сэр, этот мальчик беспокоит нас с самого утра. Я поймал его, когда он пытался украсть одну из игрушек». Джеймс повернулся к мальчику и спросил, как будто не знал его: «Ты пытался что-то украсть, малыш?» «Нет, сэр», — ответил мальчик, — «я просто смотрел на игрушки». Он ответил так, как велел ему отец. И тогда миллионер сказал управляющему: «Хорошо, тогда обращайтесь с мальчиком так же, как вы обращаетесь со мной». Картер на мгновение растерялся и в замешательстве сказал: «Но, босс, у этого мальчика явно нет денег, чтобы купить здесь какую-нибудь игрушку». Джеймс огрызнулся. «Так что ваше хорошее обслуживание клиентов является избирательным? Отношение ко всем покупателям должно быть одинаковым, независимо от цвета их кожи, одежды или от того, выглядят ли они в хорошем финансовом положении, так что теперь позаботьтесь о мальчике». Бизнесмен также приказал всем сотрудникам быть внимательными, чтобы они знали, как следует обращаться с людьми, которые заходят в магазин. Эмили, служащая, которая ранее помогала Майклу, остановилась и наблюдала за происходящим, довольная тем, как отчитывают ее начальника. Менеджер был смущен, но сделал, как ему было сказано. Он начал водить мальчика от полки к полке, показывая доступные игрушки. Майкл выбрал ту игрушку, что и раньше. Картер разозлился, потому что это была игрушка последней модели и, следовательно, очень дорогая. Но он постарался сдержаться и спросил миллионера: «Босс, как вы можете видеть, эта игрушка – произведение искусства. Она стоит $300. Этот парень точно не может себе этого позволить. Или вы собираетесь подарить ему эту игрушку?» «Я не буду ему ничего дарить, потому что здесь все принадлежит ему», — ответил Джеймс. Управляющий был сбит с толку. «Это мой сын Майкл, и в этом магазине с ним обошлись как несправедливо, только из-за цвета его кожи и одежды», — сказал бизнесмен, свирепо глядя на Картера. Все сотрудники потеряли дар речи. Менеджер сделал шаг назад и чуть не опрокинул одну из полок. Он не мог в это поверить и сразу же начал извиняться. «Босс, я не знал. Откуда мне было знать?» Именно тогда Лиза вошла в магазин и сказала все, что заслуживал услышать высокомерный менеджер. «Я его мать, и он удивительный мальчик. Я не могу смириться с тем, как мир относится к нему, только потому, что у него больше меланина, чем у тебя. Ты ужасный человек, Картер, и тебе следует научиться лучше относиться к людям. Для матери нет ничего хуже, чем видеть, как ее ребенок плачет из-за таких нелепых людей, как вы, которые не могут проявить ни малейшего уважения к другим. Так что немедленно убирайтесь из нашего магазина. Вы уволены». Глаза Картера расширились. Он опустился на колени перед Лизой и Джеймсом и умолял не увольнять его. Но бизнесмен, который холодно смотрел на него, сказал: «Я больше никогда не хочу видеть вас в этом магазине. Вставай и немедленно уходи. Будь благодарен, что мы не заявили на тебя в полицию за расизм. Пусть это послужит тебе уроком, чтобы ты переосмыслил свои ужасные поступки». Бывший менеджер практически никак не отреагировал. Он смущенно встал и ушел полностью униженный. Итак, Майкл побежал в дальний конец магазина и увидел Эмили,
которая пошла забрать свои вещи, чтобы уйти, так как она уволилась. Майкл крикнул своему отцу: «Папа, хорошая и ласковая леди снова здесь». К ней подошли родители маленького мальчика, и молодая женщина, немного смущенная, поздоровалась с ними. Джеймс и Лиза поблагодарили ее за то, как она защищала Майкла, и именно тогда владелец сказал, что с ее стороны было очень любезно уйти в отставку. «Мы видим, что вы человек с характером, но вы не уйдете из этого магазина сегодня. Теперь вы новый управляющий этим заведением». Эмили потеряла дар речи и вскоре начала безостановочно благодарить свое начальство. Молодая женщина получила очень высокую прибавку к зарплате и даже завоевала дружбу и восхищение бизнесмена и его семьи. Итак, Джеймс, Лиза и Майкл ушли довольные. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.